Мы здесь зимуем уже второй год. Отцу дети не нужны. Мой бывший муж пытается выжить меня и моих детей из нашего общего дома. Как же вы живете без коммуникации? Мы проживаем в бане недостроенной. Второй год Да. в бане? Я упала в обморок, когда я открыла глаза. Они пинали меня вдвоем со своей мамой. Не хотела, чтобы она была нашей снохой. Дом мой. И ты это прекрасно знаешь. Вы ее били все время. Вы домой лобковых шей принесли. Без конца ей изменяли. Да ты все время пил? Как человек, нормальный. Неправда. Когда мангал горит, шашлык жарится. Страдают в первую очередь дети. Он привозил своих любовниц. Хорошо обработала доченьку, хорошо. Есть еще одна женщина, которая считает, что дети накручены. И это почему-то ваш юрист. Давайте у Екатерины Савенковой спросим, ей-то какое дело, накрученные дети или нет? Добрый день. Месть – это то блюдо, которое, конечно же, нужно подавать холодным. Вот и наш сегодняшний герой решила, что это его бывшая в теплом доме сидит. И рубанул ей газ, чтобы она с детьми мерзла, видимо. Дом обычно строят, чтобы в нем жить. А здесь, по-моему, для того, чтобы убить друг друга. Сегодня в нашей студии Наталья Васильева из Оренбурга. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Что случилось у вас? Рассказывайте. Мой бывший муж Владимир Потапов пытается выжить меня и моих детей из нашего общего дома, в который я вложила мат-капитал. И после развода он каким-то образом его оформил на себя. И после этого отрезал нам все коммуникации в доме. Слушайте, но дети-то, которые живут с вами в этом доме, это же его дети тоже? Да. Это А наше сколько общее. детей? Вообще у меня 3 детей. У меня есть старший сын, не от Владимира, и 2 несовершеннолетних общих детей. Понятно. А как же вы живете без коммуникации? В данный момент мы проживаем в бане недостроенной. У нас там печное отопление. В бане? Да. И как давно вы там живете? Второй год, вторую зиму мы будем там. Второй год в бане, Да. имея дом? Да. То есть я Большой так понимаю, что двухэтажный пойти дом. вам совсем некуда. Ну, некуда. Давайте посмотрим, как вы живете в бане второй год. Вот в этой небольшой комнате нам приходится сейчас жить с детьми. Здесь мы спим с дочкой. Здесь сын у нас спит, у нас здесь стол его. Ну, сыну нужно личное пространство, поэтому поставили ширму временно, чтобы закрываться. Мне здесь не нравится, тут нету личного пространства, мало места. Мы здесь зимуем уже второй год. Отцу дети не нужны, он постоянно нам пакостит, ухудшает наши жилищные условия. По инициативе бывшего мужа в прошлом году в ноябре месяце нам отрезали газ. Труба отрезанная, отопления, соответственно, у нас нет. Перед этим он нам отрезал по заявлению свет. У нас там находится колодец на воду. Я предполагаю, что бывший муж нам сбил гайку на воду. У нас приехал водоканал, нам отключили воду. Он когда приходил, нам долбился в двери, в ворота. Вот он даже долбанул кулаком. Тут даже говорил, что нас придет расстреляет, так как у него есть ружье, если мы не освободим ему дом. Он нас выживает из этого дома и делает для этого все. Смотрите, это все происходит сейчас, но это последствия вашей совместной жизни. Вот очень бы хотелось узнать всю историю сначала. Познакомились мы с ним в 2003 году. Понятно, что мы начали встречаться. Я в какой-то момент пошутила, что я беременна. На что мне было сказано, что дети ему не нужны, что я самая худшая женщина в мире, что у меня никто никогда на меня не посмотрит. И в итоге мы разошлись. В этот момент я встретила... А вы просто пошутили? Да, я То есть просто эта шутка обернулась в итоге разорванными с ним отношениями. Да. Мгм. В итоге я встретила старшего сына отца. И получилось так, что я забеременела с старшим сыном, потому что я после Владимира думала, что я никогда никому не нужна буду, что я действительно такая вот нехорошая. И что мне нужен только ребенок, и больше мне никто не нужен, чтобы подарить все тепло и ребенку своему. Так, вы родили. А когда он появился снова? Я была беременна Арсением.
Он появился, наверное, еще на ранних сроках у моей беременности. В течение почти года он обивал пороги, ночевал даже у меня под дверью. Когда Арсеньке было уже год, он пришел с 2 пакетиками и как бы сошлись, и начали жить вместе. То есть вы его простили, поверили Да. и стали жить вместе. Да. А вы в итоге-то расписались? Мы расписались уже, когда мы уже жили вместе, но были не в браке, я забеременела. И он ушел на рыбалку, и несколько дней его не было дома. 3-4 дня он ушел с кумом на рыбалку, я пошла искать. У нас там недалеко, получается, Урал, речка, и Старица проходит. Я пришла на Старицу, где он там с соседями, с нашими, с товарищами отдыхал с женщинами. Я, естественно, начала скандалить. Он схватил чужой спиннинг и стал меня им бить. В итоге он мне отбил почку. Я попала в больницу, меня почистили. Вы потеряли ребенка? Да, И вот И после все равно этого... простили его. да. И стали с ним жить дальше. После того, как я вышла с больницы, Владимиру соседи сказали, что если он как-то не решит этот вопрос, то его посадят. Лучшее решение он придумал, чтобы расписаться. Ага. А вы ему поверили, что это все искренне от души? Да. В итоге вы с ним расписались? Расписались. Потом я забеременела средним сыном. Во время беременности он также пил, гулял. Даже на 8-м месяце беременности я была, он пытался меня опять в очередной раз побить, когда он пришел пьяный, начала скандалить. Он замахнулся на меня бутылкой ударить пытался, потом пнуть меня пытался. В итоге перед тем, как мне идти в консультацию утром, я обнаруживаю, что у меня, извиняюсь, лобковые вши. Кто? Лобковые вши. Я начинаю истерику, в истерике биться дома, начинаю снимать постель, все вещи перестирывать, приводить себя в порядок. А он вам что сказал? А он сказал, что он не виноват, ему в душе напрыгали. У меня, кажется, новая фобия. Это вы тоже простили? Да, Хорошо, давайте так, сейчас я с ума сойду. Сколько вы все это терпели? почти 17 лет. Но там же не так было. Вы же развелись вы с Вы ним в в итоге. 2014 году развелись. В общей сложности мы как бы жили вместе с 17, но в 2014 году, после очередной попойки и побоев, А это сколько уже детей было? был у нас двое. Один мой, получается, и один общий ребенок уже у нас То был. есть третьего еще не было? Не было. И вы разводитесь? Да, он когда бил меня один, я еще как-то это терпела. Но в то вот время как раз мы начали скандалить, и он меня ударил очень сильно. Я упала в обморок, когда я открыла глаза, они пинали меня вдвоем со своей мамой. Мама его вас пинала? Да, Это стало для вас последней каплей, вы развелись. да. И разъехались? Нет, он продолжал с нами жить. А как? Ну хорошо, он живет в доме, но вы жили как соседи, или он еще и на кровать на вашу претендовал? Он также жил с нами в одном доме. Ну, я имею в виду, что ваши интимные отношения продолжались? Да. Ага. Ну, то есть, по сути, второй раз, когда вы опять с ним расписались, Нет, тут интереснее было. Я чуть с ума не сошел, когда я сценарий читал. Можно я прочту то, Да, что вы нам можно. до программы говорили? Разошлись, но продолжали жить вместе. Да? Дальше вопрос. Что заставило вас снова выйти за него замуж? Ответ. В 2020 году он опять был пойман на очередной барышне и снова потащил меня в ЗАГС. это правда? Мы решили еще раз попробовать сохранить семью ради детей и поженились. А это как? То есть вы живете в этом доме вдвоем, ваши отношения типа не прекратились, несмотря на то, что вы развелись, и вы его опять ловите на измене или как? Да, позвонила очередная барышня мне, сказала, что у них отношения, что он говорил, что он ее любит, что уйдет к ней. Я в итоге говорю, собирай вещи, собрала вещи, звоню ей, говорю, забирай его и вместе с вещами. А в ЗАГСе как оказались после этого? А он что? Он сказал, что никуда не пойдет, что он все понял, что больше этого не будет. Стал меня уговаривать взять маткапитал и строить дом для детей, потому что мы жили в 33 квадратах впятером. И он говорит, давай, все, хватит, будем сейчас строить дом для детей, и все будет у нас хорошо. И вы ему поверили? Да, А значит, расписались еще раз с Да. ним. А дом вы уже начали строить в браке? да, в браке. В браке.
А вы после развода на раздел имущества подавали? Изначально мне прислали досудебную претензию, Владимир, чтобы я выселилась и выписалась со старшим сыном. Сразу после развода? Нет, он подал на развод 30 мая, когда встретил очередную большую любовь. Как интересно. То есть в этой ситуации он подал на развод? Да. И прислал вам досудебную претензию? Да. Мгм. А дальше что было? А дальше потом последовало исковое заявление, начались у нас суды. Суды у нас уже продолжаются более 3 лет. Последнее решение суда, которое вы получили на руки, какое было? Решение суда нам выделили всем доли, в 5 из общей Вам и площади. детям? Да. Ему, вам и детям? Да. Мгм. Его это решение суда не устроило, он подал на апелляцию. То есть он хочет дом только как бы себе. Себе? Да, он и А на- вас всех выселить? Да, он даже на судах говорит, что детям выделять не собирается доли, что жить собирается в этом доме сам, и что я там никто, и чтобы мы оттуда шли. Ну то есть теперь понятно, что он делает. То есть таким способом, обрубая вам газ, воду, вот все остальное. То есть он пытается вас в прямом смысле слова оттуда выжить. Да. Чтобы вы... я понимаю. То есть почему... Теперь я поняла, почему вы живете в бане. Подожди. Только уйдешь, все, он больше тебя не пустит. Подожди. Программа, ты помнишь, называется «Мужское и женское». Да? Женское мы выслушали. Теперь давай послушаем мужское, поскольку какая-то правда у Владимира должна быть своя. Ты бабу с веслом видел? Я бы мужское не высказывала. Давайте позовем, пожалуйста, сюда Владимира и спросим, что же он хочет на самом деле. Может, вас вернуть? Наташ, дом мой. И ты это прекрасно знаешь. Это не твой дом. И не надо из себя здесь обиженку Это не строить. твой дом. И материнский ты обналичила. Это не твой дом. Ты его И ты знаешь потратил прекрасно, все эти из-за деньги. чего газ тебе отрезали. И не я, а газовики. Знаю, ты по твоему заявлению. Из-за чего газ отрезали, кстати? Была такая ситуация, я работаю неделю на неделю вахтой. А мне звонит соседка и говорит, здесь непонятные люди ходят по моему участку и производят демонтаж газопровода. Ты, говорит, в курсе вообще? Ты собственник? Я говорю, нет, я не в курсе. Я приезжаю с вахты, иду в газовую службу. Мне объясняют, ваша жена демонтировала, вот вам ответ, никаких документов на это нету. И мы, говорит, поехали с комиссией, и отрезали ей газ, потому что мы зашли в дом, был ужасный запах газа, стоял угар. Спросили у Натальи, на каком основании она это сделала, а потому что мне вот холодно, и я так захотела. Я ничего не понял. Перевести? Да. Перед этим, перед его заявлением, на меня его, получается, сейчас, как сказать, оппонент, который пошли против меня соседи через забор, пишет на меня в Межрегионгаз по рекомендации Владимира, что якобы я ворую газ. Приходит контролер, проверяет у нас все как есть, пишет так, что счетчик на месте, пломбы не сорваны, и уходит. Через 3 дня приходит как раз, уже пишет Владимир заявление, потому что его не устроило. Давайте так, подождите. Сейчас я попробую разобраться. Значит, у вас был дом 33 квадратных метра, вот тот самый, который дом вы мой, купили да. первый, и к нему подходил газ. Да. Когда вы пристроили большой дом, я так понимаю, что вы взяли и немножечко самовольно котельную передвинули. Да, у нас был в старом домике вот в этом газ. После паводка там жить невозможно. Дом как бы находится в ужасном Я все состоянии. понял. То есть вы сделали, ну просто по сути дела, то, что делать нельзя. Вы не вызвали службы, а сами взяли и нарастили трубу, перенесли котельную в другое место. Да. Когда они приехали и увидели это дело, они сказали, так не может быть, потому что не может быть никогда, и трубу чикнули. Нет, было заявление Владимира. Заявление Поэтому- Владимира, да. вот смотрите, сейчас... Они бы в жизни не узнали, если бы Владимир не написал заявление. Нет, Только сначала, ты не забывай, что это был действительно период. Ты помнишь, какие наводнения были? сначала соседи написали, как Это я же понимаю. после того наводнения, которое вот было... В 24 году, да. Правильно же? Может. Когда все затопило, правильно же? И плавало. Да. Я все-таки вот о чем. Вы сказали еще раз, что дом 33 метра мой. Да. И плюс ко всему за 74 тысячи я выкупил эту землю у администрации города Оренбурга. Документы имеются официальные. То Все есть в это было судебном деле. тогда, когда вы были уже официально в разводе, но жили вместе. В официальном разводе.
Понятно. Я не жил с ней. А как там оказался, интересно, материнский капитал? То, что она взяла материнский капитал, мы узнали это дело только в суде. Она обналичила материнский. А как, кстати? Через кооператив какой-то там потребительский. И кстати, куда она в деньги суд, дела? и она в суд предоставила документы. Не, а куда она деньги-то дела? Она обналичила. А куда деньги-то? Там же приличные Я не знаю. После этого у нее появился массажный салон. О, Вот так вот. а вам скидку там сделали? Ну, по старой дружбе. Я не пойду туда и Не был ни разу. пойдете? Суд, я смотрел это решение, он учел все те доказательства, которые были представлены Наталье, а именно показания свидетелей, причем их там много, в том числе чеки, фото, видео и так далее и тому подобное. В свою очередь, доводы ответчика по встречному исковому заявлению не нашли своего подтверждения. Во всяком случае, доказательств не было представлено относительно того, что вы тут про массажный салон заявляете. Хорошо, теперь скажите мне, пожалуйста, вот этот первый дом 33-метровый, а вы к нему пристроили большой дом. Большой дом, Да. какой площади? Около 140 квадратов, если с 2 этажами. А на какие средства вы его строили? Мне родители дали 500 тысяч рублей. Я поехал, купил стройматериал. Документы у нас в деле имеются. Это было все до брака. Наталья, ваше участие в покупке материалов для стройки этого дома и в оплате труда рабочих было? Да, было. У нас также кредиты на меня в браке были взяты на строительство, на покупку КАМАЗа Владимиру и трактора. Это правда? Это правда. Кредиты я погасил, те, которые я видел, деньги, которые она мне давала. Эти чеки есть в судебном деле тоже, в районе 500 тысяч Слушайте, а рублей. что вы хотите? Чтобы она уехала из дома с вашими детьми и жила где, на улице? Я не хочу, чтобы она уехала. Я, когда развелся, я ей предложил. Я говорю, Наташ, да, она права, был у нас трактор, был фронтальный погрузчик, у меня было ИП. Я сказал, Наташ, вот тебе дом, я тебе помогу сделать отделку, обои поклеишь сама. А трактор не трогай, пожалуйста, оставь его мне, я буду работать и буду помогать. Нет, будем трактор делить, потому что ты будешь слишком много на нем зарабатывать и будешь своих женщин ублажать, скажу так мягко. Ладно, хорошо. На тракторе? На тракторе, да. Или в тракторе. Хорошо, я продаю трактор и иду гашу кредит. Мне отец еще добавляет денег в районе 400 тысяч. Я гашу кредит, который был на ее имя. Такого не было. Ну, Это если у нее вообще- документы есть. У нас есть Он чеки. погасил, да, часть денег. Мы общую сумму... А у нас- зачем вы настаивали на продаже трактора-то? Кредит он не собирался погашать. Кредит Но он он же мне в погасил. подарок. Нет, он не погасил. У нас была общая сумма 1 100 000 кредитов. Сейчас на мне висит 500 тысяч, еще плюс. Когда он уходил, сказал, что я сильная, я справлюсь, поэтому И за КАМАЗ деньги я тебе вернул. Это тоже в деле Часть. есть. Это 250 была тысяч. часть. Я тебе вернул. часть он вернул Слушайте, мне. Да. давайте. Так у а меня- вы действительно хотели этот трактор делить? Я не поняла. Нет, я просто не хотела кредит тянуть, а он... Ага. Я тебе сказал, что я кредит буду платить сам за Ты трактор. лжешь, ты обманщик, тебе верить Смотрите, нельзя. у вас 2 брака, 2 развода, вы так и не научились друг с другом разговаривать, но это уже не мои дела. Пока посмотрим на дом. История этого дома началась в 2012 году, в апреле, когда мы его купили. Сайдинга не было, его делал мой брат. Окна были деревянные, мне помогли поставить мои друзья. А ремонт в доме делала я, работала я тут за 10. Владимир участия у нас никогда, в принципе, не принимал. Здесь после паводка ни ремонта, ничего нет. Да, я не делаю ничего и никому не надо. Мы решили расширяться и в 2020 году начали строительство этого дома. Мы делали все своими руками, как бы в основном помогали дети. Мы вот до сих пор сейчас продолжаем строительство 2-го этажа, ремонтные работы. Розетки провела, электричество на свои деньги я проводила. Также мы провели полностью отопление, трубы, радиаторы. Вот ждем мастера, сейчас освободится, приедет, нам будет шпаклевать стены. Все куплено на мои деньги, и все делается под моим руководством. Дом я ему не собираюсь отдавать. Пускай он отписывает свою долю на детей, я отпишу на свою. Дом будет чисто принадлежать ни мне, ни ему. Это будет только детский дом. Вам по-человечески каково знать, что ваши дети 2-й год живут в бане? Мне это больно и обидно. Я, когда развелся с Натальей, предложил, говорю, Наташ, я куплю вам 2-комнатную квартиру, давай продадим этот спорный дом, давай не будем вот эти вот все склоки. Я куплю вам 2-комнатную квартиру, оформлю на Лизу и на Влада. И живите, пожалуйста, живи как опекун со своими детьми. Она мне сказала, на что,
Нет, а Сеня, старший ее ребенок. Я говорю, ну если Арсений, если ты хочешь, чтобы у Арсения была доля в этой квартире, пускай папа побеспокоится об этом. Пускай папа добавит, и, пожалуйста, ради бога, и Арсений будет там собственником. Наталья, так было? Да, он мне предложил купить однокомнатную квартиру, Двухкомнатную я непонятно тебе где, предлагал. в какой-то трущобе там за И копейки. не в трущобе. Извините, почему мы должны с детьми ютиться вот в этих, да, вот в этой малой... Не, ну это понятно, не должны. А скажите, пожалуйста, а вы реально так плохо жили, как рассказала ваша супруга бывшая? Вы ее били все время, Это на всё- ребенка это из-за всё вас ложь. потеряла. Нет. Вы домой лобковых шей принесли, без конца и изменяли. Я даже эту мерзость комментировать не хочу, вот честно, что она говорила. Вообще мне вот... Не приносили в шею? Нет. Слушайте, мама ваша нам расскажет сейчас про Наташу то, что она про нее думает на экране. Я сначала не хотела, чтобы она была нашей снохой. Я говорю, сынок, она нехорошая. Наташу прилюдно может обозвать по-всячески Володю. И дебил, и алкаш. Он стремился для нее все, и золото ей покупал. Ей деньги, а ты пошел вон. Чуть они поругаются, она сразу вызывает полицию. Даже полиция говорила, говорит, как ты с этой дурой живешь. Володя добрый у меня. Володя всегда говорил, чтобы никогда не поднимай руку на женщин, на детей. А вот Наташа и ее родители, отец и мать, все втроем. Один раз моего сына так сбили, он лежал в больнице с сотрясением мозгов. Я хотела, чтобы мои внуки жили с моим сыном, потому что я считаю, что он лучше. Он добрее, во-первых, он старается приучить их к труду, любить этот мир. Володя, я хочу, чтобы ты был счастлив. Но если уже жизни нету 20 лет, Наташ, оставь моего сына в покое. Бешеная, действительно, я не знаю, как назвать уже, но она больная. Слушайте, а у вас мама где живет? На одной улице мы... В доме? В доме, в частном доме. Она одна? С папой. А большой дом? 84 квадрата. А чего вы там не живете? А почему я должен от своего дома отказаться? Ну, вам так подходит с мамой жить-то. Слушайте, У я ее вот мамы тоже 200 квадратов дом. Чего же она с ними не живет? давайте так. Мне кажется, ваша мама немножечко неправильно сформулировала. Вам- Ваша бывшая к вам вообще не пристает. Вы, мне кажется, не нужны. Я судебные Ваша мама приставы уже вот здесь, должна бы скажу вам честно. сказать, отстань ты уже от своей бывшей, пусть подавится этим домом, просто уже пусть заберет, лишь бы мы ее не видели. Мне кажется, это было бы самое лучшее, если бы так сказала ваша мама. Я полжизни работал на этот дом и строил. И там еще родительские Это деньги. дом ваших детей. Скажите мне, пожалуйста, а с детьми-то как отношения складываются, учитывая, что они почти второй год в бане живут? Дети запуганные Дети кем запуганы? мамой. А как она их пугает? Ну, ваш папаша такой, плохой, тот туда-сюда. И если они будут со мной общаться, значит, она будет к ним плохо относиться. И дети боятся Ах, этого. вот она чем пугает. Теща ваша бывшая, дважды бывшая теща. Дважды, да. Да, Галина сожалению. Анатольевна, она приехала к нам в студию. Давайте спросим у нее, зачем. Володь, что ты сидишь, сказки рассказываешь? Какие сказки? Да вот такие сказки, Ну, может, какие? обыкновенные. Какие? Ну, давайте, Ты в говорите. последнее время только работал. Да ты все время пил беспроможно. Да, Я могу вам показать свою трудовую книжку. Да мне не надо твою И кружку. пил я дома как человек, нормальный. Неправда. Когда мангал горит, шашлык жарится, и Ты дети когда сытые и напивался до нормальные. безумия. И не ты напивался руки я до распускал. безумия. И руки. А Напивался. что же вы в полицию не заявили, что я руки распускал? Так заявляли. Заявите. Заявляли. Привлеките. Где? А мама сейчас твоя сидит и молит, все тоже Заявите и строит. привлеките. В чем вопрос? Пока они жили вместе-то, он как отец, как себя проявлял? Да, честно говоря, никак. Почему? Но ему некогда было. Потому что я постоянно А работал. что он делал? Да, ты пил, работал. Помнишь, когда Владику было... А на что же мы жили-то? Да, На вашу зарплату, что ли? Чего Да вы нет, тут не концерт мою зарплату. ставите? А Вы что же же- она ушла там, не ушла? Чего же замуж второй раз пошла? Не знаю, я все Ага, время не говорила. знаете вы. А Чего что вы ж так знаете? жить нельзя. А что вы ей говорили? Что? Что так жить нельзя. Смотрите, я к чему вас начал спрашивать. Мы с пацанами поговорили, мол, ну давайте, приходите, расскажете, чего как, наотрез, и один, и второй. Ну нет, и все. Ну хотя бы комментарии какие-то. Нет, стесняются, наверное, ребята, или боятся чего-то.
А с девочкой поговорили, она согласилась. Давайте послушаем. Я его никогда не считала, типа, отцом, потому что он ничего не сделал такого, чтобы его считать. Отца мы толком не видели, потому что он то гулял, то на рыбалке, то на работе. Но когда он был на вахте, было все отлично. Когда он приезжал, эту неделю мы выживали, пока он был дома. Он все время пил, он мог поднять руку на маму, на брата, на меня. Ну, он меня мог ладошкой со всей дури ударить по щеке. Ну, вот прям со всей дури вот так. Маму он тоже бил. Самый ужасный случай, когда он маме чуть горло не перерезал. Она что-то ему не так не сказала. Он схватил нож и вот начал махаться им. Когда он напивался, он привозил своих любовниц домой при детях. Но они обжимались там где-нибудь, ходили вместе, когда мама сидела и рыдала. Пап, можешь оставить нам дом и уехать куда-нибудь подальше, чтобы нам жилось спокойно? Мы тебя ненавидим. Хорошо обработала доченьку, хорошо. Молодец. Да никто ее не На обрабатывал. том свете зачтется. Тебе да. Вот смотрите, какая история интересная. Есть еще одна женщина, которая считает, что дети накручены. И это почему-то ваш юрист, который, по идее, должен помогать вам в процессе апелляции по поводу решения суда о доме. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы в каких отношениях? В каких отношениях? Я его юрист. В профессиональных отношениях, не более того. И как успехи? Я считаю, что у нас хорошие успехи. Дела продвигаются, и думаю, что суд разберется и будет на нашей стороне. А какой исход для вас будет положительным? Хотя бы, чтобы за ним признали право на маленький дом, то есть этот дом, чтобы был его, а большой дом, он, в принципе, не возражает, чтобы там выделили доли детям. А вот для меня было сюрпризом узнать, что, несмотря на то, что дети и так остались с Натальей после развода, ей зачем-то понадобилось подавать иск в суд об определении места жительства детей. Вы знаете... Как по-вашему, для чего это было сделано? Вы знаете, мы сами были очень удивлены, когда мы пришли в суд. Я тоже задала ей этот вопрос в судебном заседании. Дело в том, что суд рассматривает только споры. Он не рассматривает просто, захотел ты и подал. Я ей говорю: Наталья, у моего клиента нету к вам никакого спора по определению места жительства детей. Пожалуйста. Он считает, что дети хотят жить с мамой. И он вообще никогда не претендовал на то, чтобы дети жили с ним. На улице. Просто детей на улицу вместе с мамой. На тот момент они жили в доме, Давайте- который был нормальный и не Наталья, затопленный. а кто вас надоумил подать этот иск и зачем? Иск я подала, потому что мне каждый раз Владимир угрожает, что он меня лишит родительских прав, заберет у меня детей, тем самым, что детей можно и Ну, чё ты отправить врешь-то, в детдом и получить, соответственно, дом полностью. Когда этот процесс... А он состоялся, этот процесс? Да. Вы же понимали, что в качестве свидетеля обязательно позовут кого-нибудь из школы, учителей там, да. Да. А вы в каких отношениях с ними? У нас сейчас у Елизаветы, получается, классный руководитель, соцпедагог. Она же сейчас общается с Владимиром. Владимир за 9 лет вспомнил окончание сына, что у него, оказывается, есть дети, пошел в школу, поговорил с соцпедагогом, рассказал ему, что я такая нехорошая, отобрала у него дом, выгнала его, вылил всю Слушайте, грязь. ну давайте так, вы нам не Как она отреагировала? Вы нам небылицы не рассказываете. Да. Если вы ходите в школу регулярно, а он пришел и посмотрел на нее ясными Она- глазками, и что, она встала на его сторону? Она пришла только первый год, она даже его не знала. После прихода Владимира у меня у дочери начались конфликты с соцпедагогом. Она постоянно говорила, что... Хорошо. А что она говорила вашей Подожди, дочке? соцпедагог год работает, а директор сколько работает? В директора она, наверное, лет 5 у нас. Вы только. понимаете, почему я задаю эти Да, вопросы? я знаю. Потому что Потому Владимир что у там вас был. сейчас отношения и с директором, и с соцпедагогом, и со школой вообще хуже некуда. Я ведь специально вбросил это, можно накрутить ребенка или нет. Специально сказал, что почему-то адвокат, в смысле юрист ваш, интересуется тем, накручены дети против Владимира или нет. Потому что мы сходили в школу. И надо сказать, прям мы получили очень странные отклики о вас, как о матери. Давайте послушаем. Мы же ее знаем, поэтому мы живем по принципу, не трогай, ронять не будет.
Мы не расслабляемся, мы поэтому считаем дни. 7, 8, 9. Да мы все плохие здесь вообще. Я у Натальи Владимировны нахожусь уже почти 2,5 года в блоке. Это в плане черного списка в телефоне? Да, да. То есть, когда если Елизавета заболевает, то обычно мне некуда написать. Через кого-то я начинаю узнавать, почему Елизавета сегодня не пришла в школу. Мама никогда мне не пишет, не предупреждает, не держит со мной связь. Она не ходит на родительские собрания. Она не интересуется обучением. А Владимир? Да, папочка, да. Я на связи. Когда я пришла в 5 класс, у Лизы не было счета за деньги за питание. Да. Я раз обратилась. Она не хочет кушать. Она не будет кушать. Я это кто? Наталья. В итоге нам открыл Владимир Александрович. Он в этот день прям поехал в банк, у меня отзвонился, говорит, все, деньги пришли, я их все увидел в своей системе. Лизе говорю, Лиз, ты сегодня идешь кушать, все хорошо. Она пошла, мы ее покормили так 2 дня. На 3-й день звонок. Какое право вы имеете брать финансы, значит, Владимира Александровича? Услышала я в свой адрес много нехороших слов. Я говорю, ну, Лиз, прости, к сожалению, да, без питания. Как мама скажет, куда мама повернет, так и Елизавета идет. Очень это влияет на это ее психологическое состояние. Она у нее снизилось сразу обучение, учеба, у нее оценки у нее стали. Сама себе предоставила. Да, у нас действительно с классным руководителем у меня конфликт. Получается, у нас все проблемы начались именно в тот момент, когда мы развелись. До этого проблем у нас никогда не было. Но тут не только классный руководитель. Ни с директором, ни с классной. Да, я приходила, я ругалась, потому что у меня сын заканчивал на тот момент 9 класс. Он отказывался ходить в школу, потому что у него в школе были проблемы. Постоянно вот это вот психическое давление со всех сторон. Да, Какое давление? Ну, Владимир у нас устраивал нам концерты. Наталья, в борьбе за справедливость вы упустили одну очень важную деталь. Ваш ребенок сейчас попал под буллинг в школе. После конфликта с классным руководителем, судя по всему, репутация у классного руководителя в классе высокая. И у меня была возможность пообщаться с Лизой до эфира. И она сказала, что и, мягко говоря, поступали угрозы о том, что она сильно рискует пострадать по здоровью прямо за зданием школы, в случае, если классный руководитель уволят. Это напрямую сказывается на ее успеваемости в школе. Вам надо срочно наладить коммуникацию с преподавателем, потому что страдает ваша дочь из-за вашей гордости. Я знаю, я постараюсь. Вера Глебова, кумак. Вот она вас не любит, я скажу. Вот не любит. Давайте дадим право. команду. Да. Вера, идите к нам, можете Любить, не любить. грызть. Володь, когда себя будешь вести по-мужски? По-мужски? После того, что ты делаешь, ты ее уничтожаешь, детей на улицу выкидываешь. 2-й год, Вер, Володь. разберись в своей семье, А где ладно? ты Не был надо в лезть в мою паводок? семью. У меня в семье все хорошо. Паводок я был, ты Где знаешь ты где? был? На берегу. И ходил, охранял дом, чтобы мародеры Где не ты? залезли. В какой? машине Ты тот я дом сидел. вообще не охранял. Я на лодке ходил туда. Не ходил ты туда. Мы Спроси всё у знаем. полицейских, которые Я там не буду дежурили. это выяснять. Они меня спросили, почему ты туда А что? плаваешь А на лодке? зачем Я говорю, а ты потому ходишь что это его мой дом. охраняешь, когда твои дети А чтобы оказались мародеры на его не улице? разграбили. Почему сейчас не сделать так, чтобы газ вернулся в дом? Я так понимаю, что отопление это на газовом котле висит, верно ведь? Да. И ваши дети могли спокойно пользоваться не баней, а домом, пока вы решаете все свои проблемы. Почему? Детей-то не жалко? Почему вы сейчас не можете провести в дом газ? Пускай проводит, я не против. Вот сейчас кто собственник? Я. Пускай проводит. А как она проводит без можно вас? встречный вопрос? А когда я в свой маленький дом 33 Давайте квадрата так, зайду? вы сначала ответите на вопрос, который вам задали, а потом уже будете сказал, не задавать против, свои пускай вопросы. проводит. Нет, вы можете провести без него газ? Нет, не могу. Я просила неоднократно. Ребенок неоднократно ему писал, на что был ответ нет, это невозможно. Давайте мы этого Анастасию нельзя. Федоркину, которая руководит благотворительным фондом, Вы помогаете, взялась да, семье? помогать вам. Да, Да, спросим, что там с газом? Наталья обратилась ко мне за помощью.
Я решила разобраться лично, приехала, посмотрела на все происходящее, была в шоке. Страдают в первую очередь дети. И здесь, соответственно, я ей предложила помощь. Я изначально ей предложила бесплатную юридическую помощь, бесплатную психологическую помощь для нее и ее детей, ежемесячную выдачу продуктовых наборов. И также я съездила в газовую службу. Мне сказали, что в первую очередь нужен выезд специалиста на место для того, чтобы посмотреть возможность подключения газа. Ну и, в принципе, они готовы включиться и решить наш вопрос, когда мы вернемся. А для этого он нужен? По идее, было бы хорошо, чтобы вы решили вопрос мирно. Вот я поэтому Было и бы говорю. хорошо, но можно, в принципе, будет пообщаться. же можешь я думаю, это что мы сделать. решим. Я не против, Вер. Но я когда зайду... Да, я скажу, я не отрезал. А если бы дети сгорели или задохнулись? Вы что, вообще что ли? давай не ври, пожалуйста. Печки деревянные не сгорят? При чем тут печка? А деревянный... Отрезала газовая служба. По твоему заявлению Они- отрезали его. Владимир, давайте все-таки поступите как мужик. Оставьте их в покое. У вас новая счастливая жизнь. Вы красивый мужчина. Вы мужчина с руками. Оставьте детей, в человеческих условиях. Но уж все равно им хотели квартиру купить, продать дом и купить А квартиру. я должен на улице жить? А ты не на улице. Слушайте, вы Я же должен на улице жить. вы Я же полжизни прожил. мужчина. И что дальше? Вы заработаете. Вы же такой молодец. Дом построили, первый Да. дом купили. Да. Но вы понимаете, что вы, И скажем при так... этом, при всем, она будет настраивать детей против меня, да? Да дети сами взрослые, они потом поймут, кто есть кто, понимаете? Они уже поняли. Просто Да. боятся ее опять же. То есть вы не хотите пойти на компромисс и оставить долю детям, нет? Нет. Давайте дождемся решения суда, а потом посмотрим. Но Я не потом отказываюсь. это Я не отказываюсь, чтобы мои мужской дети жили в разговор. хороших условиях. Я не отказываюсь. Я хочу им добра. Слушайте, Реально. я хочу, не хочу. Вы уже сделали все для того, что вашу девочку просто загнобили в школе. Это Ваши не я дети сделал. живут 2 года в бане. Это в не я сделал. нечеловеческих условиях. Да это вы сделали. Это вы не сделала мужик. Наталья. Я надеюсь, что суд поставит все точки над «и». И вот 2 несовершеннолетних здесь с нами сегодня сидели. И папа, и мама по отношению к своим детям. Просто здесь это были не взрослые люди, да, а несовершеннолетние, которые один хочет купить квартиру где-нибудь. Не где-нибудь. Купить городе. где-нибудь квартиру, да, только дайте мне вот этот домик. Зачем вам это нужно? Я хотел продать Полный этот бред. дом. Полный бред. Есть, вещи, с которыми можно спорить, и я часто спорю. Но есть вещи, которые общество определило раз навсегда, и с ними спорить нельзя. Как объяснить, например, что это по-мужски или не по-мужски? Как, если он не мужик? Да никак не объяснишь. По-русски это называется так. Ты взял на себя ответственность или не взял? Вот у тебя выросло все, что угодно. Но ответственности ты ни на копейку себе не нарастил. У нас 15 кур и 1 Петух. петух. Буквально 4 года тому назад мы переехали в Россию. Что ж там не устраивало? Иммигранты очень много зашли в страну. Переворот начался. Посовещались, куда можно было бы отправиться. И отправились в Россию, да. Никогда не жалели, что мы приняли такое решение приехать в Россию. И почему в Россию? Первый вопрос. Наверное, зов предков все-таки. Из-за детей. То есть вам кажется, что здесь детям лучше? Да, конечно. Вот нормально вас, русских людей, немец в Россию вернул? В России дают знания больше и быстрее. С тещей какие отношения, мне интересно? Очень хорошо и красиво, нам здесь нравится. Мы тоже родились в Советском Союзе, получается. Вот мой муж, он в 93-м перебрался, мы в 95-м переехали. А как вы в этой большой Германии огромной друг друга нашли-то, мне интересно?